Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить вот эти два кусочка мяса. Будем готовить по заветам правильного питания. Ну а правильное питание начинается с исключения масла, сладкого и мучного. Ах, погодите, это же хлеб для похудения. На самом деле это цельнозерновой хлеб, который имеет в своем составе только сложные углеводы, при правильном употреблении которых они уйдут на рост мышц и энергию. Ну а если тебе нравится смотреть это видео, то попрошу тебя подписаться на мой YouTube канал. Или классическое поставь лайк, чтобы жалко. Ну а дальнейшее действие это будет дальнейшее измельчение мяса. Его желательно бы порезать на маленькие кубики для более удобного употребления в пищу и вследствие более правильной и удобной готовки на сковороде. Я буду готовить на сковородке. Что за хуйня? Вот всю эту пленку, это желательно бы удалять. Пиздец. Но после готовки она будет легче удаляться. Вообще уметь готовить это довольно-таки хорошая затея. Это в принципе вас сделает в какой-то степени мужчиной, потому что вы будете независимы. И в целом более самостоятельны, да, и в целом это будет вкусно, полезно и круто. И не факт, что вы там найдете жену или будете продолжать кушать у мамы. Это будет полезно. Потому что в наших регионах, да и в нашем регионе это может оказаться, что мы довольно хорошо питаемся. Если посмотреть на США, там вообще это одна из больших проблем. У них связанная с питанием. Научившись самим готовить, вы будете все это контролировать и вследствие питаться наилучшим образом. А питание это довольно-таки важно для человека. Отсюда вытекает и здоровье, иммунитет, ваше тело, ваши возможности. И еще много-много критериев, вытекающие из этого. Да и в принципе это будет неплохим гайдом от пацана к пацану. Потому что по дефолту вообще у парней же вроде бы в большинстве своем и нету каких-то скиллов в готовке. Я лично когда начинал, только свой путь в этом, даже не представлял толком, как варятся яйца. Конечно, какое-то понятие было, взять яйцо, пустить воду, вот так оно вам и сварится. Но ты не осязаешь эту информацию, не понимаешь и банально, не знаешь, сколько времени надо держать яйца в воде. Не можешь отойти заниматься своими делами, пока не готовятся. А потом здесь, что самое главное, подмечается опыт, и вы все это понимаете, и как лучшие монахи, которые познают величайшую информацию, так и вы начнете понимать готовку, пацаны. Может быть, чувихи, которые тоже не знают, как готовить, которые это слушают. И когда вы уже на опыте, на знаниях будете подходить к готовке, она будет как инь и ян внедряться в ваше тело и вашу душу. Но куда же деть сурку? Конечно, ее можно использовать на гарнир. Или вовсе приготовить какой-нибудь супчик, положив туда овощи, там морковку, лучок. Картошку бы не особо и желательно, картошка за собой ничего хорошего не несет на фоне других овощей, которые хвастаются там большим количеством клетчатки, маленьким количеством калорий. И в соответствии с этим у них мало углеводов, а в картошке они довольно-таки ощутимые. Но скажу так, я тут вообще все без соли кушаю. И это действительно вкусно, мне все устраивает, и все отлично. А там питаться обычной или такой вот американской вот этой пендоской едой, это вкусно. Ничего это не вкусно, это просто вредно. И вам привили понятие, что это что-то вкусное, что-то интересное, что-то хорошее. Это враг очень большой. Он хорошо говорит привет ожирению. И в соответствии с этим-то проблема со здоровьем-то будет, потому что вы не потребляете нормальную пищу. Максимально чему придерживаюсь, или хотя бы хотел бы я придерживаться,
быстро готовится, оно как бы и вкусно, не сказать то, что даже в меру, оно и вкусно, полезно и как и нужно человеку. Так что вот, так бы и сказал бы, это правильное питание здравого человека. Дешево, сытно, вкусно и правильно. Что касаемо вот соли, то, что нужно уменьшить ее в рационе, она в количестве, которое в большинстве своем принимают люди, довольно-таки опасна и вредит организму. У меня другая проблема, то что я кушаю мало соли на самом деле. Я не знаю, как привык. Я могу супы, там всякое, все, что возможно солить, я могу употреблять вообще без соли. Как-то уже к этому привык, и я просто не солю. И не знаю, сейчас я это буду готовить. Наверное, все-таки я посолю. Потому что там в районе 5 грамм соли чистой, натрий хлор, да, человек должен потреблять. Там для нервов очень хорошо, там электричество все вот это, которое человек такой работает, оно завязано вместе с солью. Что касаемо и жиров, жиры тоже надо потреблять. Правильно, это все бы поизучать. Либо я потом вообще заморочу, сделаю видео, вам надо будет его посмотреть, тогда будете правильно потреблять жиры. Они в соответствии со всем тоже хорошо влияют. Да, они в принципе и нужны. Не сказать, что хорошо влияют. Они нужны для нервной деятельности. Короче, с жирком тоже надо уметь обращаться. Все, порезали. Следующий этап готовки. Сковородку, в принципе, я использовал даже... Сковородку, в принципе, я использовал даже в сторону правильного питания. Блядь. Вот. Сковородку, в принципе, я использовал даже в целях правильного питания. Здесь что, вот самое главное, не использовать масло. Мне даже кажется, оливковое масло, которое... Кстати, оливковое масло разное бывает, но для обычного потребления и заправки салатов, и для использования на сковородке. Мне кажется, что связано со сковородкой и маслом, это вот плохое дело вообще. Касаемо вот оливкового масла, я не могу полностью уверять, но насчет такого классического подсолнечного масла, которое все используют, вот вообще это зло. Все, забудьте. Вот, сковородка это еще может быть вот правильно и обалденно, потому что делает жареным не полезным, это наличие масла во время готовки. Сейчас же это будет максимально круто, я просто на водичке. Можно не на водичке, если вы будете там мясо, оно будет потоньше, будете с меньшим временем готовить. Можно и без водички, в зависимости от того, какая еще у вас сковородка. Я в своей сковородке уверен. И вот, получается, буду на ней готовить. И мясо надо полностью довести для приготовления, за это я буду использовать воду. Что-то у меня вот появилась идея, что-нибудь еще зафигачить сюда. Наверное, возьму морковки. Морковки возьму, покрошу туда, и будет обалденно. Будет гуляш. Только я не знаю, как можно вообще сделать подливку. Мы фигачили обычно томатную пасту. А так, да, будет классно вообще, во. И даже можно будет на ночь кушать, потому что... на ночь это как, типа, за 2 часа вот максимум до сна можно будет кушать, потому что это будет чистое мясо, прям вообще классно. От чистого белка никогда не потолстеешь. Только если его там не чрезмерно много, но ты еще попробуй его съесть. За всю жизнь, мне кажется, многие просто не могли перебрать с белком, если они, допустим, питались и не намеренно питались белком. Ну а здесь самое главное понимать своего соперника. Видим, пенообразование. Все, значит, надо снять пенку. Но позже вовсе, когда доведется это до обильного кипения,
Нужно будет сбавить газ, либо электричество в случае электрической плиты. Все, пенку мы хорошенечно уберем. Хорошенечно убираем пеночку. Ну и теперь мы, короче, убавим газу. Не так будем хасанить, но ё-моё. Бля, прибавляем. И потом просто добавлять воду, когда надо. Ну а если уже мясо будет подходить к готовности, можно будет... Бля, кто там пищит? Короче, если мясо будет подходить к готовности, можно будет не подливать воду, а уже обжаривать его на нормальной сковородке, которая не требует себе масла для обжарки чего-либо и процесса жарения. Томи пупа, пипи попи кубик пупа. Вот так накрою крышечкой. И можно дальше заниматься своими делами. Не, ну конечно, да, здесь возможно какой-то минус. Если вы херово что-то там газ поставили, еще что, нужно будет почаще это все чекать, прочекивать и вносить правки. А так, если оптимально убавил газ, не до конца закрыл крышкой, то можно дальше заниматься своими делами. И все. Теперь классно будет. Мне вариться на радость, а я покушаю потом. Самое главное с морковкой, если будете добавлять, то ее нужно добавлять под конец. Типа когда останется минут 5-10. И так не получится, что она будет переваренная. И вследствие с этим неправильно изготовленная. Также по ситуации, надеюсь, вы сможете понять, нужно будет вот так крышку делать, чуть отгибать и в соответствии с этими делами убирать пенку, короче. С мяса она будет выходить. Пенка, типа, это плохо. Я не знаю, что насчет пенки можно сказать. Сейчас можно импровизировать, сказать, там, походу, по-любому плохие микроэлементы и плохое. И всевозможное плохое, все, что связано с жизнедеятельностью животного, также будет выходить, если вы будете выбирать пенку во время приготовления. Пенка от мяса, скорее всего. Нет, нельзя говорить, скорее всего, когда импровизируешь. А то узнает, что ты импровизируешь. Пенка в себе. Пенка имеет в своем составе плохие микроэлементы, которые вредны для человека и вследствие... Да, бля, соответствие это уже слово паразит у меня. Типа вот этого всего у меня нету. Типа как бы вот это нету. Но вот заумные теперь вот эти тормоза у меня пошли. Здесь можно бы насчет пенки симпровизировать, я не знаю. На самом деле, что плохого в пенке, надо ее убирать. Типа симпровизировать. Можно симпровизировать. Сказав что-то типа того. Вот скорее всего сейчас будет. Все, импровизация пошла. Пенка в своем составе имеет плохие продукты жизнедеятельности животного. В соответствии с этим ее желательно убирать и не употреблять в пищу для человека, потому что она несет в себе мало полезного и, скорее всего, вам навредит. Не даст ничего необходимого, а пищеварительная система будет плохо справляться с этой субстанцией. Что-то пенки до хера, ё-моё. Я не знаю, эту пенку можно использовать, чтобы коктейли украшать? Можно было бы нормально применить куда-нибудь, впихнуть чисто. Добавим водички. Все, давай делайся мне на радость, буду кушать. Ну а пока, короче, там шпарится, вы там можете поиграть в танки или в доту, в принципе, почему бы и нет.
Но я, скорее всего, сейчас займусь чисткой морковки. Вот вообще, пацаны, лайфхак вообще четкий. Вот эта вот тема. Не надо учиться там что-то ножом делать, но, правда, папа мой быстрее ножом чистит, чем я этой овощерезкой. Но, короче, овощерезка вообще годная тема. Нож вообще неудобно. Ё-моё, как им вообще пользоваться? Пацаны, забейте вообще хер, сколько там надо сыпать. Вы потом сами поймете и прочувствуете этот момент. Ну а пока варится мясо, можно заняться поистине полезными делами. И, в общем, наше мясо подошло к готовности в вареном виде, но на сковородке. Вообще, в районе 40 минут прошло, и вообще не стоит беспокоиться о том, потому что какое-то определенное время должно пройти. Можно взять вилочку, отрезать, откусить и посмотреть, насколько готово мясо. И, в принципе, это в большинстве своем в кухне, в готовке с этим все связано. То есть не стоит переживать, что там зубрить по времени. Один раз можешь сготовить, как-то неудобно все выйдет. А потом уже это как-то с опытом придет. И это все будет уже довольно-таки потом полегче. Можно будет попробовать, посмотреть. Короче, органично кухня вольется. Также можно наблюдать то, что у нас осталось обильное количество воды. Но сейчас у меня в планах, скорее всего, то, что я ее солью. И, в принципе-то, с ней ничего нет плохого. Можно ее пустить на гарнир куда-нибудь. Также мне нужно сделать что-то с морковкой. Я же ее не просто так начистил. И сейчас у меня в планах... В принципе, мясо уже готово, можно употреблять. Но у меня в планах есть его обжарить. Мне-то хочется так, чтобы был иной вкус. И уже морковку туда я покрошу и буду жарить ее. Что ждать, пока эта вода выпарится, и в этом нет никакой необходимости, да и мясо переварится. Что я надумал, возьму всю эту водичку, просто солью. И даже почти не проливаю. Что она какая-то мутная. Вообще в ней-то нет ничего плохого, пену мы тем более убирали, пенку эту. И можно ее оставить на лучшее время. Собственно, вот так это все выглядит. Довольно-таки обалденно. Все это можно уже потреблять. Но я хочу еще немножко подшаманить. Оно горячее, хочу взять в рот, положить. И, я хочу подшаманить, еще поджарить, поперчить. Еще есть у меня паприка, можно ее поиспользовать. Это сурпа, так скажем, набралась в тарелочку. Ее можно пить, по идее, насколько я понимаю и знаю. Можно на ней отварить овощи, какой-нибудь гарнир полезный, найти ей применение. В принципе, можно и вылить, но это со семьи ценящий продукт, так что не стоит. Довольно-таки я воспитанный молодой человек, из-за этого мы ее не будем выливать. Экспресс к белкам у нас готов. Я не знаю, в принципе, можно отложить пару кусочков, чтобы так поесть. Отложить пару кусочков, чтобы так поесть. И остальное пожарить. Может быть, так я в натуре и сделаю. В общем, как эти выражаются любители шорсов, будет фатальная ошибка сейчас наливать сюда масло. Если вы не уверены за сковородку, или сковородка попросту не может пожарить без чего-либо смазывающего, можно подлить водички. Я в своей сковородке уверен. Начнем, жарить прям так. Будет классное обжаренное мясо. То ли это гуляш, то ли это стейки. В общем-то, давайте продолжим с мясом. Мало мне его обварить, хочу еще его поджарить.
Здесь-то уж самое главное не прозевать. Здесь уже однозначно желательно не отходить. И чем чаще переворачиваешь, тем лучше. Если вы также бы захотели отобрать мясо, немножко вареного, немножко жареного, можно сюда оставить, которое более жирное. И вследствие, когда вы будете жарить, сырок-то будет плавиться, выплавляться. По идее, перчить и добавлять приправы можно во время варки. Я не знаю, я решил, когда жарить это добавить. У нас тут должен быть перчик и паприка. Паприка сладкая, но что, хз, так скажем. Она какая-то безвкусная. О, нифига, мне тут и чесночок есть молотый. Сейчас все зафигачу. Но однозначно больше будет полезного, чем негативного в этих всех приправах. Тут также можно это все почитать, типа на 100 грамм, что там 900 килокалорий. Такой, бляха-муха, сколько много. Ну, я вот посыпал, но не знаю, тут 10 грамм только во снах, мне кажется, может набраться. И вот какая магия, выглядит все как-то прям аппетитно, как-то экстравагантно, необычно, но при этом это можно есть чуть ли вообще без меры. Потому что вы больше банально не сможете съесть, у вас там желудок не позволит это сделать. Здесь в плане того, что это можно кушать, вы не будете толстеть и получать какой-то вред к здоровью. Абсолютно ничего нет, у меня чистая сковородка. Можно добавлять водичку. Опа, мы это заберем. Что я думал даже сделать что-то вроде заправки. Томатную пасту я не нашел в холодильнике. Так что нет. Будет отдельно у нас шурпа и будет отдельно поджаренное мясо. А, точно, у меня же морковка еще есть. Чеснок. Вообще классно. Походу, у меня челюсть потом отвалится. Что я, походу, пересыпал. А может быть и нет. Мне мама научила, типа, воды налить, муку и томатную пасту в воду. Все это на сковородке. И будет такая вот заправочка пасты. По идее, это уже гуляш будет, если будет в нем мясо. Гуляш это как мини-супчик в какой-то степени. Мясо вместе с заправкой. Вот такой вот
так и образуется гуляшек. И вот вы там нарежете помидорки, огурчики, чесночок кушаете, тоже классно очень. Очень классно. И уже будет вроде как и ресторан. Чтобы было прям основное блюдо, там макарошки, что-нибудь такое нафигачите. Или просто назовите это паста по итальянским заветам. И вот уровень ресторана. Буквально у себя дома. Учитывая то, что вы деньги экономите, определенное количество на готовку, ну сколько... Я-то же эти 40 минут не стоял тут рядом с сковородкой, я играл в батлу первую. Ну не знаю, минут 20, наверное, потратил. Учитывая то, что у меня заработок на ютубе нулячий. Значит, за 20 минут я не мог заработать больше. Даже, ну допустим, вы в час бы зарабатывали, там, не знаю, 2000 рублей, 10 тысяч тенге. Вот вы прям крутой такой мужик. 20 минут. Это сколько на 3 тысячи. Ну, если взять какой-то ресторан и сэкономленные 3000 с него, то это довольно-таки все оправданно самому готовить. Притом вы все это знаете, все понимаете, что к чему здесь. Я здесь про то, что готовка это действительно выгодно. Даже если вы там крутой, богатый мужик. Яйца там буквально 5 минут занимают, и то не вашего времени, а в целом. Нарезать помидоры, огурчики, там чесночок взять, зелени всякой. Время по минимуму занимает. Отварить макароны из твердых сортов, чтобы были сложные углеводы. И вот, считайте, можно кушать, хавать и насыщать свой организм только полезным. По времени выгодно, по деньгам выгодно. И не сказать то, что выгодно для здоровья. Для здоровья это очень хорошо будет. Такое времяпрепровождение вносит... боже мой. Такое времяпрепровождение несет в себе только одну пользу. И как я говорил, это может перерасти в хобби, в принципе. Может, вы там потом станете поваром со звездами Мишлен. Будете кормить людей. Потому что в этом тоже есть какой-то расслабляющий процесс. Процесс, который сопровождается интересом. Готовка — это весело. Но иногда такое понятие, то, что время на это жалко. Когда я там всякие тортики делал. Действительно, за мной есть полноценный торт. Я готовил его. И вот. Уже я бы всем этим не промышлял, даже если бы не придерживался хорошего питания. Потому что, ну, банально время жалко. И да, можно как бы поспорить, сказать, но мясо-то сухое будет, ну и что с того? Оно будет полезное, классное. Надеюсь, вам не передает камера то, что морковка немножко подгорает, но мне пофиг, мне в принципе будет и так вкусно. Она не черная. Можно будет сказать то, что вот мясо сухое, и что с того, но это же будет по заветам правильного питания, все будет хорошо. Там можно, не знаю, действительно приготовить какой-нибудь здоровый соус или оставшийся там, ну, сурпа, какой-нибудь суповой наборчик. Сюда тоже использовать, полить все это, и вот мясо будет уже просто превосходно. Посолили, поперчили, добавили приправ, ну и как это можно сделать еще вкуснее? Зачем жарить на масле? Зачем как-то портить мясо, чтобы оно приносило вред организму? Блин, мне сейчас морковка вообще в водище превратится какое-то. Так что все, закончим. Думаю, мясо, в принципе, уже презентабельно выглядит, как жареное. Да, что-то морковка. Не, на вкус она нормально. Морковка хороша. Правда, да.
Тут глупо скрывать тоже такое, где я вообще закосячил с морковкой. Надо было ее позже просто сыпать. Мясо за и бомба. Ну и вот, ужин у нас готов. Конечно, так есть мясо довольно-таки дорогая забава. Ну что, везде есть выход. Правда, сейчас уже 12 часов ночи. Ради вас всех стараюсь, не сплю, делаю контент. У меня здесь вареные яйца. Довольно тяжелая, кстати, тема насчет белков и желтков, насчет яиц. Как потреблять все вот это, но я сейчас пробую просто вместе с желтком. И фигачу вообще почти неограниченное количество. Будут у нас овощи. Во время ужина 12 часов ночи. Яйца. И превосходное сегодня изготовленное нами мясо. Как по мне, это будет превосходный ужин. Мне, кстати, лень эти овощи нарезать, я их так поем. Всем, кто хорошо кушает, кто хороший человек, желаю приятного аппетита. Всем всего хорошего и до новых встреч.